police station. Yeah. It's quite a long walk from here. There's not really any customs office, as far as I know, but yeah, the next place is it. По улице напротив информационного центра находится коричневое здание такое. Здесь и есть custom office и карантинный департамент. Здесь мы как раз и оформляемся. Вот вытаскивают такой стол, за стол усаживают, заполняешь все документы и приходят сюда и с карантинного департамента. Закончили оформление, сразу сделали чек-ин, чек-аут одними бумажками. Вход-выход на человека стоит 150 новозеландских долларов, то есть по 35 каждая операция. Также было биосекьюрити, это типа мусор, продукты, еще что-то. Ничего не заполняли, сказали, у нас нет ни мусора, ни продуктов, мы на лодке все, и выгружать на берег ничего не собираемся. Заплатили 50 новозеландских долларов. Все это заняло, говорю, минут 15-20, и теперь мы отправляемся посмотреть этот чудесный остров-страну. Домик, могилки. Здесь тоже. Вот дом, двор. Хоронят во дворах. С этой стороны видно океан, и стоит наш катамаран. Единственный. Так что так вот. Побережье, конечно, красивое, много гротов. Прям интересно. Поездить бы по ним, понаблюдать. Зашли в кафешку, перекусили. И началась вот такая погода. Льет конкретно, порывы ветра. В общем, все как должно быть в сезон дождей на тропических островах. Хотя только что разговаривали с местным, тут нет сезона дождей. Погода такая постоянно. То есть дождь бывает практически каждый день, time to time. Да, вон там вдалеке стоит машина Нива. Капец. Респект. Добралась и сюда. Старая, еще с форточкой. Тема. Ресторана вызвался нас покатать на машине по острову. Что-то мы с ним заобщались, посидели, поели. В общем, оказался прикольный мужик. Вывез нас на какую-то видовую точку. Вот здесь вот такие волны. Это явно наветренная сторона. Там красивейшие волны. Но пляжей здесь нет, так как это скала, видите? Вон какие брызги летят от волн. Не знаю, если будет время туда спуститься. Если туда ступеньки до конца нет, они вот здесь заканчиваются. Все. Волны просто гигантские прилетают. И смотрите, какими брызгами. Космос какой-то. Реально космос. Просто. Вот тачка его, на которой он нас возит. И вот владелец ресторана сам непосредственно. Нас привезли в супермаркет местный. Показывают остров, все рассказывают. Конечно, супер, когда встречаешь таких людей. Местные знают много и рассказывают интересно. В общем, зайдем в супермаркет. Говорит, криминала на острове нет. В полиции работает 8 человек. Все имеют они паспорта Новой Зеландии, хоть они и независимые, но все равно это Новая Зеландия. Вполне себе приличный супермаркет. Ну, цены примерно на молоко такое же, $1,5. Это австралийские доллары цены. То есть делим на 2. Так. Ну, мюсли дешевле, вот. Хотя, может, объем меньше. Явно не $10. Ну да, подешевле все чуть-чуть. Хотя вот эти 16, $9. Ну, неплохо, неплохо. Вот таким краном тут поднимают лодку.
Мы ее подняли успешно, сходили на экскурсию по берегу, но вырубили свет. В общем, пришлось его скидывать вручную через эти ступеньки. И если мы тут думали, что у нас слабый мотор, маленькая динги, то сейчас мы сделали вывод: самый кайфовый размер. Его можно скинуть руками. Поэтому мы свободны и шпарим на нашу лодку, которая единственная стоит вот там вот, на буечке, в дожде. Всех рыбаков и специалистов фишинга сдуло с причала, никого нету. Ладно, классный остров, едем на лодку. Вот так красиво стоит катамаран, вечереет, остров Ниуе. Сегодня сделали хорошую экскурсию по нему. Остров зеленый, сплошная скала, много вот таких ущелий, гротов. Все выглядит очень даже интересно. Сейчас не сезон, лодок нету. Готово всего 2 буя для стоянки яхт. Но так как сейчас сезон, как они говорят, циклонов, то никого нет. Сезон начинается у них с мая и заканчивается в ноябре. Сейчас попробую прокатиться поближе к острову, поснимать его чуть-чуть. Крутая радуга. Это значит, сейчас пойдет дождь. Да, все, дождь пошел. Но, блин, это круто. Радуга прямо, когда кажется, что вот ее рукой можно потрогать. Офигеть. Вы видели это? Вот здесь вроде глубина позволяет. Подошел довольно близко к скалам. Вода чистая. Смотрите, как это все круто. Это какой-то идеальный остров для пиратов. Вот куча таких гротов, чтобы прятать сокровища. Весь остров в них. Смотрите. Кайф. Заглушил мотор, чтобы он не тарахтел, не мешал показывать красоту. «4 апреля, 7 часов утра. Чекаут мы сделали еще вчера, сразу же при чек-ине, поэтому смело отвязались от буя и направляемся в сторону Фиджи. Сейчас решаем, до какой марины идти. От этого зависит дистанция. До Вуда марина 740 миль порядка, до Нави марина 630 миль. Тут, как обычно, идет дождь. Дождь не переставая. На 20 минут максимальная пауза, наверное, что не было дождя. Мы двигаемся. Ну и погодки в этом регионе. Вроде первый день казались, есть просветы. И опять вот так вот все. Ветер гуляет 40 градусов, эти дожди атакующие. Сейчас вот пытаемся уйти от него. Но не получится, приближается он очень быстро. Главное, шли, направление ветра было 140, перед дождем стало 90. То есть 50 градусов изменения курса сразу. Как следует.
денек. Давайте. Сейчас будем брать риф еще один. Тут многовато начинает придавливать. 9 апреля. Вот такая погода. Она нас преследует. Вчера единственный день был солнечный. А так вот без конца ливни. Видимость плохая очень. Огромный плюс катамарана, что находишься в рубке и все видишь по сторонам. Хорошая обзорность. Не надо быть в кокпите и мокнуть. Автопилот управляется с карплотера. То есть и все видно на карте, что очень прикольно. Ветер до 30 узлов, поэтому весь кокпит мокрый, заливает, несмотря даже на крышу, и льет соответственно. Погода не шутит, ветер по 37 узлов. Автопилот уже один раз сорвало, но это туча. Сейчас приводиться, рубиться как-то стрёмно. Смотрите, как несет воду, поэтому. Такая видимость из катамарана. Да. Сегодня 9 апреля у нас. Резко произошло. Объясню почему. В 12 часов ночи, в 12 с копейками мы пересекли 180-й меридиан. 180-й меридиан — это линия начала и конца дня. То есть отсюда начинаются сутки во всем мире. То есть пересекая его, у нас было 8 число, но так как мы его пересекли, нам пришлось передвинуть часы ровно на дату, на целую дату. Такой очень интересный факт, можно прочитать в интернете. В общем, день отсюда начинается. Эта линия проходит по океану. Она не совсем ровная, так как она задевает ряд островов и кусок Аляски. И чтобы им не отваливаться от своих основных регионов, она имеет некую такую кривизну. Допустим, да, острова Тонга, они привязаны к Новой Зеландии по времени. Хотя они находятся правее линии 180 градусов по долготе. Погода нас продолжает не радовать, хотя вчера был довольно-таки неплохой день, солнечно, но сегодня опять пасмурно, был сильный ливень, наваливало по полной, даже словили шквал по 39 узлов, разогналась лодка под 17, но так как понимали, что это дождь, и принимали решение терпеть, уже никакие рифы не брать, потому что в 39 что-то взять, но это так, тяжеловато. Шли на втором рифе и на скрученном стакселе. В принципе, так и произошло, продуло все это, наверное, минут 20, и пик был, ну, недолго, то есть 39 это вообще в пике, а так дуло 36-37, ну, минут 10-15, потом пошло на закисание, дождь пролил еще, наверное, час, ну и закончился, все, туча ушла. Сейчас нам остается до Будда-Марины, мы приняли решение идти в нее, порядка, наверное, 100 миль, но перед ней ряд рифов, там присутствует канал, вот думаем, что в канал нам лучше все-таки проходить утром, поэтому сейчас идем на замедленном режиме, даже взяли третий риф, поддувает стабильно 25, чтобы не шпарить 8-9 узлов, идем 6-6,5 и будем стараться прийти туда к каналу под утро. Ну, то есть мы, получается, даже на такой скорости приходим, конечно, рано, но будем смотреть. Может, канал окажется хорошо освещен, и тогда пойдем в него и ночью. А если нет, то ждать будет недолго, так как будет уже утро. В общем, остается чуть-чуть.
буквально сутки до нашего пункта назначения Фиджи. Целый день, время уже 4 часа, и вот целый день дождь. Чуть-чуть прекращается ненадолго и опять начинает поливать. Вот так идем. Последние мили, можно сказать, всегда испытание. 7 часов утра по фиджийскому времени мы зашли за ограждающий риф. Теперь идем тут в штиле, без волн, под мотором. Наша стоянка планирована вот в районе этой горы. Остается до нее буквально 10 миль. Очень красивый берег. Последняя ночь была спокойная, ветер скис. Моторили малым ходом в основном, чтобы проход между рифами осуществлять в светлое время. Хотя он оказался довольно простой, ничего сложного, можно было ночью заходить и не заморачиваться. Сеток, буев нет рыбацких, рыбаков тоже не встречалось. Один корабль был рыболовный, но он шел за нами все время с малым ходом, не мешал. То есть подход довольно-таки простой. Можно идти ночью спокойно и внутри этого канала идти. Все как-то чисто. Мусор плавает. Мусор такой мелкий. Бутылки, палки. В общем, мы дошли. Хотя надо еще встать на стоянку и пришвартоваться. А потом говорить гоп. Только сказал, что все чисто, попали прям в какую-то линию мусора. Ветки, палки, бревна. Только что их обруливали во все стороны. Так что, опять же. Отстояли вот на этом желтом буе в ожидании инспектора. Буй биосекьюрити. Заняло это примерно час, может полтора. Он приехал на лодку, проверил документы, холодильник, спросил, есть ли свинина. Свинины нет. Ну и вроде все остальное более-менее. Написали пару бумажек. Теперь начинаем заход уже непосредственно в саму марину. В принципе, ширина нормальная, волны нет.